Гусь. Продолжаем. Первая часть была лайтовая, почти детский утренник. А вот теперь пойдет настоящая жесть. Самые темные мифы, от которых даже Tor браузер зависнет. Держись за стул и не пей чай, а то можешь поперхнуться. Погнали. Миф 6. YouTube уровня B. Секретный видеохостинг в Даркнете, где в открытом доступе лежит вся грязь. СНАФ, расчлененка, казни и прочий ад. Ты в своей комнате, свет гаснет, Tor браузер грузится с черепашьей скоростью, а ты с холодком на спине вбиваешь ссылку с какого-то мутного форума. И вот оно, YouTube уровня B. Темный брат обычного ютуба, где вместо котиков и лайфхаков настоящая жесть. СНАФ видео с реальными казнями, расчлененка, зуб, педа, все в открытом доступе. Без цензуры, как в кошмаре на максималках. Кликаешь и ролик запускается. Крики, кровь, мрак, от которого мозг плавится, а душа просится на выход. Легенда пошла из 2010-х, когда на Reddit и 4chan начали шептаться про скрытые видеохостинги. В Даркнете якобы можно найти любой ужас без бана. Один чувак, ну типа меня, в 2015 или 2017, случайно тыкая по списку ссылок, наткнулся на такой сайт, где эта дрянь реально грузилась. Охуел от жизни, не спал пару дней и до сих пор мурашки. А теперь реальность. В прошлом, да, такое было. В 2010-х Darknet был диким западом. И на форумах типа Хур 2 Core или Лолита Сити эта мерзость лежала чуть ли не в открытом доступе. Любой с тором мог наткнуться на видео или zip-архивы со снафом, порно или казнями, скачанных с любого файлообменника. Но YouTube уровня B как единый хостинг уже миф, продуманный до жути. Такой открытый видеохостинг держать просто нереально. DDoS-атаки, блокировки и Интерпол сделали свое. Эта хрень ушла глубоко в тень. Открытых свалок с таким контентом почти нет. Все прячется в закрытых форумах, куда без рефералов или паролей не попасть. С форумами другая проблема. Новые постоянно появляются, перезаливают контент и также быстро закрываются. Такие могут быть открытыми и опасными. Миф 7. Red Rooms. Живые шоу пыток за биткоины, где кровь льется рекой. Этот миф чистый ночной кошмар. Поехавший сидит в кресле, потягивая ледяной абсент, что зеленее яда гадюки, и затягивая сигарой. Платит 10к в крипте и бац, экран оживает, голая комната, красная от ламп и от свежей, засохшей крови. Жертва на цепях, анонимный режиссер в маске спрашивает зрителей, что дальше, нож или плеть. Крики эхом отдаются в твоей голове, холодный пот стекает по спине, и ты понимаешь, это реал, а не кино. Дороги назад нет. Ты теперь соучастник. Миф расцвел на волне Silk Road, когда Darknet стал синонимом запретного. Типа я был там, бро, и теперь я не сплю по ночам. Red Rooms — это фейк уровня Beatles живы и прячутся в Антарктиде. Нет ни одного подтвержденного случая. ФБР и Интерпол и куча журналистов рыли годами, и ноль. Все, что есть, скам-сайты с фейковыми видео. Типа актеры из порно по типу хоррор-порно. Или старые видео, которые жесть, но не новые. Почему? Потому что транслировать такое в реал-тайм через Tor — это как пытаться спрятать слона в кармане. Трафик, логи, IP-утечки копы закроют за неделю. Эти гении-садисты забыли, что Tor не делает тебя невидимкой для всех. Иди лучше Netflix включи, там Пила — это тоже дерьмо, но с попкорном. Но есть одна гнида, которая подбила интерес к Red Room. И, возможно, своими деяниями заявила, что трансляции как-то могут быть. Питер Скалли, австралийский урод, сбежал в 2010-м на Филиппины, где в нищей деревне снимал жуткие видео с участием детей, включая младенцев, и продавал их в Даркнете за биткоины через Onion сайты. Разрушение Дейзи стал хитом,
среди извращенцев, принося ему сотни тысяч. В 2015-м копы по транзакциям вычислили его хату, нашли диски и жертву. В 2018-м пожизненная. А в 2020-м добавили 129 лет. А в 2025-м приговор подтвердили. Сидит в клетке, где даже крысы его презирают. Думал Тор броня, а оказался просто дебил с камерой, которого сдали за копейку. Но чисто интересно, ему жопу каждый день рвут? Или что с такими нужно делать? Распиливать и сшивать по новой? Миф 8. Тихий дом. Портал в безумие, откуда нет возврата. Слышишь? Тишина. Абсолютная. Как в могиле. Говорят, в глубинах Даркнета за сотнями прокси и забытых Onion адресов прячется сайт, который знают единицы. Тихий дом. Страница без дизайна, без кнопок, без рекламы. Только черный экран, пара ссылок без текста. И ощущение, что кто-то смотрит. Прямо в твою душу, сквозь экран. Кликаешь наугад и открывается короткое видео. Звук там всегда чужой. Нет стонов, только нарастающий промышленный гул, идущий изнутри. Нет криков, лишь радиочастотный визг, впивающийся в виски. А иногда просто тихий, мерзкий шепоток. Тот, что остается с тобой даже после того, как ты давно выдернул наушники. Мелькают мутные коридоры без дверей. Пустая комната с детской кроваткой, где сама по себе качается каруселька. Или лица, очень близко к камере, снятые в упор по неволе. Они на секунду искажаются. Кто-то уверен, что среди видео мелькают реальные казни, сцены пыток или кадры пропавших людей. Другие клянутся, что слышали в аудиодорожке искаженный шепот «Ты дома». Нетсталкеры, диггеры Даркнета писали, что после погружения начали видеть фантомов, слышать шаги в квартире, хотя были одни. Форумы пестрили историями о разрушенных судьбах и самоубийствах после посещения. Одного парня нашли в ванной, он вырвал себе глаза, бормоча что-то о глазах в мониторе. Легенда пошла гулять еще с 2010-х годов. Якобы сам админ Netstalkers признал, что это выдумка, но было поздно. Культ уже сформировался. Нашел и пиздец, назад дороги нет. Звучит как цифровой аналог проклятой невесты из звонка, только в онлайне. Сидишь, смотришь и мозг едет. Аж мороз по коже от такого. Так, а как там было? Тихий дом — это, сука, пустая HTML страница, буквально боди и боди, без JS, без ничего. Кто-то в 2012-м запостил ссылку на заброшенный Onion сайт, и тролли подхватили: «О, Hunted». Да, люди ныряли, ждали апокалипсиса, а получили 404 в душу. Без никаких порталов, только твоя паранойя и плохой Wi-Fi. Был даже сайт-подражатель, там были стрёмные картинки, и нужно было искать двери. Как видишь, я все еще не поехал. Ну да, конечно, один клик и твоя жизнь рушится. Конечно, блять. Прямо как в фильме ужаса, вот только вместо Садока из колодца твой провайдер с письмом: «Оплатите интернет, а то отключим». Боишься тихого дома? Да ты Silent Hill включи. Или поиграй, там хотя бы графика, сюжет и саунд есть, а пустую страницу я тебе сейчас организую. Миф 9. Теневой круг. Элитный чат, где хакеры делят мир. А теперь шепотом, чтоб не услышали. В самых узких щелях Даркнета, за паролями из приватных ключей и верификацией через ZD-дропы якобы существует теневой круг из 13 топ-хакеров, которые не просто крадут данные, а дергают за ниточки глобальной экономики. Они решают крах биржи, утечка выборов, все за взнос в крипте. Доступ только по рекомендации от отца-основателя, который якобы мертв с 2014-го. Миф, скорее всего, чистый параноидальный бред. Нет доказух, только слухи на приватных телеграм-каналах хакерского комьюнити. Но кто знает, в узких кругах, где Тор встречается с квантум-шифровкой, такое могло бы быть. Может, они смотрят на нас прямо сейчас. Не проверяйте, ребят. Или проверяйте и напишите в комменты.
если вернетесь. Но если тебе кажется, что теневой круг — это предел влияния, то ты даже не представляешь, какая бездна лежит под ним. Миф 10. Мариана Веб. Цифровая марианская впадина, где интернет кончается, а безумие начинается. Здесь не ищут, здесь собирают. По крупицам, по обрывкам. Ты не кликаешь на ссылки, ты расшифровываешь послание. Правильная ссылка — это не URL, это ответ на вопрос, который тебе еще только предстоит услышать. Забудь про сайты, забудь про ссылки. Ты ведь слышишь шепот в темноте, о слоях, о лестнице вниз. Представь, ты не кликаешь, ты ныряешь, с каждым шагом глубже. Первый слой — это просто Даркнет. Вики, форумы, привычный мрак, скучно. Третий. Начинаются глюки, страницы моргают, будто мигают веками. В аудиодорожках проступают чужие голоса, вшитые в шум. Ты списываешь это на усталость. Пятый. Стены своей комнаты начинают дышать. В такт мерцанию монитора. Ты уже не ищешь ссылки. Ты ловишь узоры в коде страниц. Ты понимаешь, пароль не набор символов. Это звук, который ты слышишь в рингтоне своего отключенного телефона. Или последовательность теней, падающих от ветки за окном. Седьмой. Браузер уже не нужен. Ты закрываешь глаза и видишь тот самый сайт. Он не состоит из кода, он из обрывков твоих детских кошмаров и белого шума. Ты слышишь его, он зовет тебя домой. Дно. Марианс Веб. Не страница, состояние. Полный разрыв шаблона. Одним он является как библиотека из света, где хранятся все знания вселенной. Другим как бесконечная комната с зеркалами, где в каждом отражении ты видишь, как твоя кожа медленно слазит с костей. Ты получаешь ответ на любой вопрос, ценой своего рассудка. Говорят, отсюда не возвращаются. Ты либо становишься пророком, бормочущей формулы ядерного синтеза на языке, которого не знал, либо тебя находят в позе эмбриона у себя в кладовке, с выдавленными глазами, потому что они смотрели слишком пристально. Не сдох там? Вся эта лестница — гениальный психологический эксперимент, который интернет поставил сам над собой. Уровни — это просто твоя собственная паранойя, наложенная на бесконечную пустоту. Ты не ныряешь в бездну, но ты заглядываешь в пустой колодец и слышишь эхо собственного крика. Твои глюки — это не код вселенной. Это твой мозг, сходящий с катушек от недосыпа и страха. Тот самый шепот — аудиопаранойя, когда мозг пытается найти паттерны в случайном шуме. А секреты мировоздания — это просто вирус, скачанный тобой с очередного фейкового портала, который форматирует твой жесткий диск и выводит на экран цитаты из некрономика для лузов. Марианс Веб — это не место, это состояние цифровой истерии. Самая опасная вещь, которую ты там найдешь, это не ИИ, а собственное отражение в черном экране монитора, готовое на все, чтобы услышать хоть какой-то ответ из тишины. Иди спать. Миф родился в 2011 на ютубе. В видео о Levels of Internet от некого Сад Сатан. Чувак нарисовал пирамиду интернета, где Марианс — вершина ада. Распространился через ТикТок и форумы, где конспирологи слюни пускают. Правительство там правит миром, а чё там, а не в Mail.ru. Это чистый фанфик от тинейджера, нет никаких уровней ниже Даркнета. Тор и так предел для 99% юзеров. Нет квантовых сетей для элиты, все это бред из sci-fi. Журналисты из Vice and Wired копали. 0 улик, только эхо в пустоте. О бля, конечно, ЦРУ сидит в подвале с суперкомпами и ждет попкорн, пока мы плебеи в Surface Web мемы листаем. Проснись. Это не Interstellar, а просто Onion Router, который лагает на 56К модеме. Ладно, кто что понял, подписываемся.